Только говорила вам сегодня, что тревоги нет. Тревога уже второй или третий раз за вот этот вот отрезок времени, как я сняла первое видео. И несколько раз тревога прозвучала. Может быть, один раз тревога, второй раз отмена. У нас обычно так, вот если много раз кричит, то это тревога. Потом, если один длинный гудок, то это отмена. А сейчас много коротких, это опять тревога. В общем, морзянку выучила. Амиран на занятии. А я жду. Жду пока на занятии. Далеко никуда не отхожу. Сейчас зайду, куплю банан в магазин. Потому что когда он сейчас выйдет, у нас будет перекусик банан. Вот так вот. Надоело. Хочется мирной жизни, спокойствия, без тревог и с уверенностью, что ничего не прилетит. Так, сейчас я вам расскажу, что сегодня приключилось. Будете в шоке. Мы сегодня с Амираном, когда уходили на занятия утром, вышли из калитки со своего двора и стоим. А в калитку начинает, получается, что в калитку начинает мужчина вот так вот дергать калитку. Я поворачиваюсь, говорю: мужчина, а что? Он говорит: мне надо зайти. Я говорю: а кому вы? Ну, мы живем не одни во дворе, кто знает, а с соседями. Я говорю: вы кому? Он говорит: мне надо счетчики поставить. Я говорю: кому счетчики? Ну, вы поймите, сейчас такое время, да, время сложное, страшное, и неизвестно, кто это может быть. Я говорю: кому счетчики? Я знаю, что если бы соседи кто-то ставил счетчики, меня бы предупредили. Он говорит: это теплосети, мы ставим счетчики на дом. Вас никто предупреждать не должен был. Открывайте калитку. Подходит второй мужчина с ним. Я говорю: пока вы не покажете документы соответствующие, если вас послали делать счетчики, да, то у вас есть сопровождающие документы, которые подтверждают то, что действительно вы оттуда, где вообще ваши документы и где документы на то, что вы должны по этому адресу ставить счетчики. В общем, мы с Амираном ушли, мы уже опаздывали на занятия, там остался мой муж. И сейчас он мне позвонил, я говорю: ну что, счетчики поставили? Я ж не думала, что это что такое. Ну, спросили. Я думала, что сейчас покажут документы и поставят счетчики, так как, может быть, такое распоряжение, сейчас так надо, чтобы меньше, платить. У нас централизованное отопление, то есть это счетчики ставят теплосети на дом, на отопление. В общем, вы поняли. Мне звонит муж и говорит: мы посоветовались со всеми соседями, в общем, все соседи сказали, что нет. Пока вы не покажете документы, эти люди так и не предоставили. Мы отказались. Взяли у них номер телефона и отказались до выяснения обстоятельств. Сейчас Рамаз позвонил в теплосети, нашел номер телефона, позвонил начальнику теплосетей. Как вы думаете, что она сказала? Что по нашей улице вообще никаких счетчиков никто не должен устанавливать. Никого не посылали, теплосети никого не посылали ни с какими счетчиками. Кто это был? Кто были эти люди? Я хочу сказать, что будьте сейчас крайне осторожными. Неважно, вы находитесь в Харькове, в других городах Украины, будьте осторожны. Если кто-то к вам приходит что-то устанавливать, либо во двор, либо вообще, не дай бог, в квартиру, 10 раз спрашивайте, проверяйте у людей документы, фотографируйте эти документы. И желательно вообще в таких непонятных ситуациях, когда вы никого не вызывали, позвонить в ту инстанцию, откуда люди пришли. Я вообще, честно говоря, была уверена, думаю, сейчас спросим документы на всякий случай, была уверена, что уже эти счетчики установили. Нет, никто ничего не должен был вообще устанавливать. И это, чтобы вы понимали, как они так сказали, что это все бесплатно, это все теплосети их послали бесплатно, да. Я вам вчера рассказывала историю, когда женщины, которая живет на Северной Салтовке, требовали за, по-моему, 3000, я не помню точную сумму, в общем, требовали деньги за установку счетчиков. Сегодня такое впечатление, что люди посмотрели
вчерашнее видео, или я не знаю, или информация витает в воздухе. В общем, когда я об этом говорила, сегодня история со счетчиками коснулась меня лично. Никогда, сколько мы живем, к нам не приходили с подобными предложениями. Я думаю, ну, возможно, в целях у меня были разные версии, промелькнули в голове. Возможно, в целях экономии. Возможно, так сейчас решили горвласти. И в целях экономии будут установлены счетчики, потому что действительно люди же не знают, с каких квартир выехали, с каких не выехали, чтобы люди платили, не переплачивали за своих соседей. То есть, понимаете, это ставится общий счетчик на дом. Но людей интересовало одно: проникнуть во двор, проникнуть дальше. Что они хотели? Может, это вообще какие-то, я не знаю, понимаете, может быть все что угодно. Сейчас идет как бы война. И такая вот история. Будьте осторожны, проверяйте, кто к вам приходит. Потому что время сейчас такое. Я вообще всю свою жизнь привыкла доверять людям. Я вот так вот как-то беззаботно жила. Никогда ни у кого ничего. Если бы раньше такое ко мне пришли, я бы, наверное, вообще в легкую открыла калитку и все. Пустила их и ушла. Но сейчас, когда уже ты понимаешь, что это может повлечь за собой определенные последствия, то начинаешь задумываться обо всем. Напишите, кстати, в комментариях, что вы думаете. Напишите, харьковчане, была ли у вас подобная ситуация вот в последние 2022-2023 год. Кстати, номер телефона, я так понимаю, у Ромаса сохранился, этих людей. И я не знаю, стоит разбираться. Возможно, стоит обратиться в правоохранительные органы, но я просто такой человек, вы, наверное, заметили, я никогда в жизни не обращаюсь в правоохранительные органы. Но вообще не люблю, когда люди жалуются. Но здесь же, понимаете, это может же так люди будут дальше продолжать делать. В общем, я не знаю, что с этим делать. Посоветуйте что-нибудь. Что вы думаете? Так, друзья, поздравляю всех с Ореховым и Хлебным Спасом. Спасибо большое за ваши поздравления. Многие написали, а я совершенно забыла, что сегодня такой праздник. Сегодня надо, наверное, орехи кушать с медом. Амиран говорит, нельзя орехи кушать, они грязные. Грязные? Так их можно помыть, почистить. Грязные орехи. Так здорово, когда приходишь на детскую площадку, а на ней такие детские, знаете, детский смех, детские крики, детская радость.